Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна Сиваченко, и это канал «Знания для жизни». И сегодня у нас в гостях Сабина Алиева. Привет, Сабина! Привет! Сабина, кстати, ведущая канала «Страна для жизни». Все наверняка ее очень хорошо знаете. Но сегодня мы поговорим об образовании в Литве. Сабин, это же правда, что ты сейчас учишься на втором курсе в университете в ЕГУ? Да, это правда. Я учусь на втором курсе международного права и права Европейского Союза в Европейском гуманитарном университете. Слушай, ты же тут учишься еще до начала вот этих всех репрессий, начала всей революции, там, 2020 года. Почему именно ЕГУ? Почему именно Литва? Что, в Беларуси нет вузов? Ну, в Беларуси есть вузы, но ты же идешь учиться, ты идешь за качеством образования, ты идешь за идеей, ты идешь за тем, чтобы тебе было комфортно, из опыта своих друзей, из опыта своего собственного, пока я волонтерила в организациях, НГОшках и так далее, сталкивалась с историями людей, которых распределяли, бог знает куда, и так далее. Ну, я понимала, что не хочу сталкиваться с системой, и хотела развиваться, делать что-то для своей страны, понимала, что если я получу образование в другой стране, то это явно будет куда лучше для того, чтобы потом, возможно, вернуться и сделать что-то для страны. Такая установка у меня, кстати, да, была. Не все уезжают для того, чтобы уехать. Вот. И поэтому мной было принято решение, что, ну вот, оно было принято давно, на самом деле. Так а что не так с белорусским образованием? Все же так хвалят, там, тот же БГУ, там, и многие другие университеты, говорят, как там хорошо учиться, что в образовании на таком высоком уровне. Да, но качество образования, студентоцентрированность, это не слова, которыми просто бросаются в каком-то дуэли словесной для того, чтобы броситься. Я, смотря на ЕГУ и сравнивая с тем, что есть у тех студентов и студенток, которые остались из моих знакомых, кто не отчислен еще в белорусских вузах, я вижу вот это пренебрежение, что все знания, они как под копирку, сделанные 20 лет назад и предоставленные еще и до сих пор. Нет актуальности, нет какой-то ориентированности на будущее. Да, там меняются, модернизируются профессии, создаются новые программы и так далее, но есть чувство, что когда ты там заходишь на сайт, и ты читаешь эту программу, и ты понимаешь, что, ну, боже ты мой, мне кажется, эти книжки еще моя мама могла изучать, если бы пошла в тот или иной вуз. Да, там есть БГУ, есть ФМО, есть разные программы обмена и так далее. Это все очень прекрасно, но для меня еще очень важная вот эта составляющая — это свобода. Но как ты можешь, вот лично я, вот сейчас оглядываясь тогда, когда я могла поступить в БГУ или в ЕГУ, у меня был выбор, я пошла в ЕГУ по простой причине, потому что я знала, что это свобода, я знала, что даже если мое мнение никому не понравится, его могут затыкать, но при этом не будут меня отчислять, не будут меня сажать за это. И я это видела, потому что давно в активизме, я видела, что происходит с ребятами, которые там, не знаю, год назад на 9 мая вынесли гроб. Я видела, как мы отстаивали буквально Лизу, девочку из молодежного блока, только для того, чтобы она продолжала учиться, потому что, по сути, ничего не сделала, выразила свою позицию по отношению к ковиду там, и к образованию, вообще ко всему. И вот эти все составляющие, когда ты смотришь в целом на картину Беларуси, ну, ты не можешь не сделать выбор в пользу другой страны. Да. А вот скажи, у тебя же 100% есть какие-то друзья или знакомые, которые остались в Беларуси. Какие-то слышишь от них отзывы по поводу образования? Нравится им вообще учиться там или нет? Или, может быть, ты можешь сравнить, как проходят пары у тебя здесь вот в Литве и как проходят у них в Беларуси? Очень мало друзей у меня осталось в университетах, потому что большинство из них отчислено, и они были вынуждены уехать из-за политической ситуации в стране. Но те, кто остались, это люди, которые буквально делятся на две группы. Те, кто пошли в университет или колледж для того, чтобы просто получить образование, и мне интересно, они просто это делают как рутинная штука, которую нужно сделать для того, чтобы у тебя была корка, чтобы показать родителям, сказать, вот, я выполнил вашу задачу, план на 5-летку выполнен, я пошел или пошла. Вот. Есть те, которым действительно интересно учиться, они это делают, они стараются абстрагироваться, они стараются брать все бенефиты максимальные там, от того же БГУ и так далее, там, что возможно, программы обмена и так далее. Вроде бы и нравится кому-то, там, допустим, в том же БГУ, но потом ты начинаешь с ними разговаривать о том, что там буквально... Ну, давайте откровенно, сейчас никто не может не думать о политике, даже на учебе.
Абсолютно. И если у меня на паре нормально, если мы разбираем кейсы, связанные там с Беларусью, связанные с нарушением международного права, то сможет ли студент БГУ, допустим, юридического, разбирать этот же кейс у себя? Вот мне очень интересно. Если сможет, если ты студент БГУ, юридического факультета, пожалуйста, пиши, потому что столько выпускников моих знакомых. Так а в Литве могут так вот говорить про Литву? Конечно, могут. Мы разбирали кейсы, когда Литва немножко лажала с этим, но это абсолютно нормально. У меня даже преподаватели есть литовцы, которые там открыто говорят о своих там пробелах в праве или в недоработках, но они говорят о том, что над этим работают, на это не забивают. Это очень важно. И вот это ключевое отличие еще, знаешь, в чем вот это чувствуется, когда разговариваешь со своими друзьями, сверстниками и так далее, они говорят о том, что вот ненавижу эту училку или не могу там учиться у этой или того и так далее. То, что я вижу в ЕГУ, да, есть моменты, но есть преподаватели, многие там максимальные профессионалы своего дела, но которые при этом остаются людьми и которые при этом остаются тебе еще и другом в тот или иной момент. Они входят в ситуацию, они с тобой разговаривают на равных, они не говорят о том, что вот я старше, ты должен меня уважать, и ты должен молчать, когда там я говорю, допустим. Нет, есть такая ситуация, что если кто-то с чем-то не согласен, ты говоришь об этом, и тебя не затыкают. Просто пытаются привести правильную аргументацию, и рождается такой бурный диалог. Но это интересно. Я еще знаю, что ты вообще являешься такой очень активной вообще в студенческой жизни. Вот можешь что-то рассказать про студенческий активизм? И тоже, может быть, сравнить его, как-то привести примеры, как это вообще в Беларуси, есть он или нету, или что вообще это такое? Вот. Очень легко, кстати, вот в этой параллели сравнивать Литву и Беларусь, потому что в Литве есть целый Литовский союз студентов, куда входят союзы из всех, буквально почти всех университетов Литвы. Это независимые союзы, которые не создавались там администрацией университета или еще кем-то создавались. Они чисто с инициативы студентов для того, чтобы там решать какие-то проблемы. В Беларуси же, мы все знаем про БРСМ, Белую Русь, профсоюзы и так далее. Это все максимальная фикция. И ты когда на это смотришь, когда ты вспоминаешь, как тебя еще в школе сдирали по 1 рублю, лишь бы жила БРСМщина, это абсолютная фикция, ты видишь, что ты не можешь отстоять права. Я могу говорить с той перспективы, что я на 1 курсе стала президенткой студенческого представительства ЕГУ, и чтобы вы понимали, я выступала против идей собственной администрации. Я за это, конечно, хорошенько отхватила. Кто же еще? Про это можно долго говорить. Но при этом были там преподаватели, были студенты, которые горели идеей, они хотели добиваться правды, они хотели защищать свои права, они могли это делать, их не отдубасили дубинкой, их там не посадили в автозак, их не вывезли и не посадили на сутки, а потом и на год. То есть вот эта ситуация, когда ты в своем комьюнити студентов можешь создавать инициативу, потом еще делать с ними проекты, потом еще отстаивать свои права, потом еще делать это не только в своем университете, в рамках университета, но еще за пределами, это возможности, это то, что действительно дает, условно, Литва или ЕГУ, если я говорю про себя. В Беларуси же, ты не сможешь, ты даже условно партию сейчас создать не можешь, сколько лет никто не может зарегистрировать партию, организацию, все что угодно. Ты регистрируешь, тебя будет кошмарить, мне кажется, всю жизнь. Это либо ты просто не зарегистрируешь, вот и все. Да. А можешь рассказать, какие вы проводили проекты, в частности, ты? За все время, что я учусь еще лично от студенческого представительства, лично от меня, я делала проект по праву, я приводила бывших выпускников, не только просто ребят из гражданского, из третьего сектора Беларуси, там из НГОшек, привозила, они рассказывали про права человека. Сейчас еще действует проект «Фемчетверг», он живет, прекрасно процветает, это «Фемчетверг. Своя комната», это проект, площадка, где люди спокойно говорят про гендерную равность и так далее, и так далее. То есть классный такой проект. Все то, что ты создаешь, все эти маленькие ячеечки,
они живут и будут жить, и там подхватывают другие студенты. Это никто не ущемляет, тебе наоборот еще дают деньги на то, чтобы ты проект развивал. Так, а как получить эти деньги? Ты подаешь на грант? Да, ты подаешься буквально на грант в свою собственную студенческую службу, это можно сделать 2 раза в год, и тебя там поддерживают, либо не поддерживают по итогам твоей заявки. А примерно, ну, какие гранты, стоимость я имею в виду? А все зависит от проекта, сколько ты запросишь. Но мы, допустим, на фем-четверг больше там 150 евро никогда не просили. Это в месяц? Нет, это в принципе Вообще весь в целом, проект? Да, потому а что, сколько по времени длится проект? Ну, мы сделали так, что у нас идет циклами, и у нас вот первый цикл был 2-й семестр моего 1-го года, и сейчас уже вот 3 семестра она длится. И получается, что за это время там не очень много денег ушло, но на самом деле деньги не нужны, когда ты делаешь онлайн-проект, тебе с большего нужна просто площадка Zoom, тебе нужны лекторы, но мы в основном используем лекторов и лекторок из белорусского комьюнити, потому что там очень много фем-активисток прекрасных, и у нас солидарные белорусы, поэтому они все просто приходят не без платы, без ничего, они просто приходят, чтобы поделиться своей идеей. Слушай, как сделать так, чтобы белорусские студенты тоже вовлекались в какую-то активность, чтобы им было интересно учиться? Я просто вижу, насколько ты воодушевлена всей этой учебой. Я, наверное, в Беларуси, ну, скажем, не встречала таких людей, именно в белорусских вузах, которые учатся. Но я скажу так, что есть такие люди, есть одиночные белорусских студентов в Беларуси, есть молодежный блок, уже сейчас есть тачкомы, которые объединены под эгидой одиночных белорусских студентов. И вот эти люди, которые там объединены, это просто сплошная гордость того, что под гнетом идеологии может просто взрасти такая прелесть, такие активные, умные, абсолютно, и, не знаю, инициативные, абсолютно творческие люди, которые готовы там положить всю свою жизнь буквально на то, чтобы бороться за идеи свободы, там, за главные идеи студенчества, бороться за то, чтобы были просто вот эти инициативы студенчества. Ну, это просто шок. И обидно, что такого нет в самих университетах, это нужно было создавать как-то, ну, обособленно, самим, но при этом хорошо, что такое существует, и что хоть кому-то не плевать на права студентов и студенток в Беларуси. И ну, я думаю, что с одной стороны, где-то проблема белорусского студенчества кроется в самих студентах, которые не могут языки из жопы подоставать и, ну, условно заступиться за своих там товарищей, не только когда мы говорим про политическую ситуацию. У нас было много других ситуаций, когда там за меня заступали студенты, когда у нас была перепалка с другими студентами и преподавателями, потому что их позиция, они считали, что правильная, мы пытались ее выслушать, но нашу позицию абсолютно не хотели слушать, и студенты просто вставали и там заступались за меня, за студенческое представительство, за свои идеи и так далее. Смогут ли такое сделать студенчество в Беларуси? Ну, очень вряд ли. Может быть, после 2020 года они это сделают с большей охотой, но раньше я бы такого, мне кажется, никогда не увидела. Я очень надеюсь, конечно, что сделают со временем. Ну, понятно, что это стоит переосмыслить вообще всю ситуацию, вообще менталитет поменять. В принципе, менталитет того, как построен у нас университет, когда ты видишь, что студент не может пререкать там администрации, ректору, преподавателям, студент вообще никто. На самом деле вы должны понимать, что университет создан для вас. Это вы те люди, для кого это все создано, не для администрации. И вот когда студенты, молодые люди и так далее осознают свою важность, свою ценность, они поймут, что если вот здесь вот препод не пришел, ну, это не радость, это не класс. Да, конечно, вы пары прогуляете, будет прекрасно, но это вы должны идти делать так, чтобы в вашем университете все было правильно. Ну, а пока у нас такая система, это, к сожалению, очень сложно и невозможно. Ну, Сабина, а скажи, насколько вообще легко здесь учиться? Тебе легко вот, ну, получать какие-то знания, там, информацию, там, сейчас встретиться с преподавателями? Но сейчас все переведено в онлайн-формат, так как коронавирус, пандемия и так далее. Мы уже буквально, там, наверное, 1,5... Ну, этот академический год так точно мы вот доучиваемся на дистанционке. Но в любом случае пары проходят, у нас есть наше расписание, у нас есть кабинеты, которые сделаны. Есть там технические неполадки какие-то бывают.
но при этом их стараются сразу же решать, стараются тогда перебросить на какой-то другой день пару или так далее. Связаться с любым преподавателем очень легко, потому что у них у всех есть почты, у нас у всех они буквально тоже есть. У нас есть Moodle-система для образования, платформа, на которой размещаются все наши курсы, все наши лекции, все наши задания, куда мы сдаем задания. Она иногда подлагивает, все это знают, но это уже вопросы к Moodle. Вот, и в любом случае, ну, как бы, если ты хочешь, ты получишь эти знания, и в этом, наверное, прикол образования в Европе, в Литве, в том, что только если ты сам захочешь, ты будешь это знать. Если ты не захочешь, ты не будешь, потому что у меня же была ситуация, что вот когда я пришла на «Студент для жизни» работать, ну, нужно было как-то совмещать, и сразу это было адище. Мне казалось, что ладно, я все успею, но там буквально 2 месяца, и все, у меня будто бы пропасть. Но потом вот я сейчас взялась, начала нормально ходить на пары и так далее. Ну, захочешь, все сделаешь. Все сделаешь правильно. Слушай, вот у многих есть такой стереотип, что если ты, например, живешь в Беларуси, то, в принципе, очень тяжело поступить в иностранный вуз. Первое – это там виза, это стоимость обучения. Вот можешь что-то про это рассказать? Насколько это все-таки доступно любому человеку, любому студенту? Я думаю, что это больше миф, которые развивают там родственники, потому что, ну, мне родственники буквально на уши наступали и говорили: не-не-не, Сабина, в Литве, там, ну, ты понимаешь, студенты, они вообще уезжают оттуда, сами литовцы, зачем ты туда едешь, как будто там нужна. И это буквально везде у нас пронизано, все пропитано, чтобы вы понимали, даже в школе, если ты поступаешь в другой университет другой страны, там школа подает списки, и к моей директрисе, я знаю, что приезжали и орали на нее, и говорили, что вы должны переубедить Сабину поступать в белорусский вуз, а не уезжать куда-то за границу. Вот так идеология работает в Беларуси. Вот так идеология работает, да. И вот когда я поступала, я просто зашла на сайт, я увидела, что это там белорусский университет в изгнании, посмотрела, как поступить, там буквально поэтапно все сделано. Плюс это в интересах университета сделать так, чтобы вы получили там визу, потом вид на жительство. Ну, они вас завлекают, делают все операции максимально простыми, стараются это делать, насколько это возможно. Потом в ЕГУ работает система грантов на покрытие обучения или не покрытие обучения. Все зависит только от твоих усилий, насколько твое портфолио будет хорошим, насколько твое сопроводительное письмо к этому портфолио будет хорошим, насколько ты там активен в жизни за пределами университета, будешь ли ты активен в университете. Есть стипендии, которые ты можешь получать там разные. Если ты творческий человек, ты рисуешь, ты можешь за это получать стипендию. Если ты работаешь на благо департамента, ты можешь департаментскую стипендию получать. Если ты просто у тебя есть какие-то трудности, есть социальная стипендия. Если ты талантливый, делаешь проекты, очень активный член академического сообщества, то тебя могут наградить поощрительные стипендии. И все это, ну, в принципе, очень удобная система. И все, ну, как бы покрывается, и этого достаточно, на самом деле, чтобы прожить в Литве. А что делать, если белорус не знает литовского языка? Ой, боже, даже не думайте, что это страшно. Вам нужно знать лабас, ну, это чтобы поздороваться. Ачу — это спасибо, недостаточно. Потому что, на самом деле, здесь все разговаривают либо на русском, либо на английском. И А если английского не знаешь? Значит, на русском. Но есть курсы в ЕГУ да, тоже, есть которые, курсы, да? На первом курсе они вообще бесплатно литовского. Ты приходишь, записываешься, и тебя учат прекрасная женщина, Аушра ее вроде звали, прекрасная женщина, которая тебе рассказывает литовский и учат, и многие ребята вот разговаривают уже после первого года, как, не знаю, бегают. Между прочим, все литовцы, особенно молодежь, очень хорошо знает английский язык. Очень. Так что это тоже большой плюс вот образования в Европе. Но я не агитирую за то, чтобы вы поступали, точнее, чтобы вы переезжали сюда жить. Главное, чтобы отучились и, конечно же, чтобы вернулись в Беларусь вот с этими знаниями. Ну, в ЕГУ есть английский, который ты изучаешь на первом курсе. Он, возможно, не такой сильный, как мог бы быть. Над этим не знаю, что работают. Но в любом случае тебе хватит этих корок, которые тебе будут давать для того, чтобы общаться, для того, чтобы потом в последующем учиться на английском языке, для того, чтобы в последующем, там, не знаю, писать работы на английском языке. Здорово. Вот так вот. Да.
Спасибо тебе, Сабина, большое, Пожалуйста. что пришла к нам, поделилась очень полезной Надеюсь, вам было информацией. интересно. Надеюсь, что вам Короче, если у вас будут вопросы, обязательно пишите, их нам мы обязательно ответим. Сабина ответит на все вопросы, которые касаются обучения в Литве. Я думаю, она знает не только про ЕГУ. Вот. А вы обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вот. колокольчики, бубенчики, Да, все дела. и все остальное. Всем. Живе Беларусь! До Живе свидания. Беларусь!